Привет, друзья! Снова с вами Антон. Рад вас опять видеть у меня на канале. И сегодня я вас научу делать фокаччу. Небольшая смена декораций, я сейчас прямо в центре Торонто. Сюда я приехал для того, чтобы вам показать один интересный магазин. Я тут работаю прямо в центре, в одном здании, и в этом здании открыли огромный такой итальянский супермаркет. Просто хочу вам показать, как выглядит обычная фокачча, когда ее делают профессионалы, как бы. Ингредиенты у них все итальянские, рецепты у них, естественно, все итальянские, шеф-повара у них, естественно, тоже все итальянские. Так что сейчас зайдем, посмотрим, как выглядит настоящая фокачча и пицца в исполнении магазина Итали. Прямо на входе у них небольшое кафе, и тут они продают сэндвичи на фокаччи по $9 канадских за штуку. Вот один с прошутто, а второй с каприйским салатом. Теперь поднимемся наверх и посмотрим, что там. Ну, наверху первое, что мы встречаем, это, конечно же, мясо по $100 за килограмм. Ну, чтобы оно легче заходило, можно пивком запить, вот, почти по центу за грамм, кстати, очень удобно. Или мука вот итальянская биологическая 2.0 по $8 за килограмм. Я думаю, она блестит в темноте, иначе никак не вижу, почему за нее платить $8 за килограмм. Вот тут они все месят, а вот тут они все жарят. Красивые печки такие. А вот зачем я сюда и пришел, фокачча как раз. Это вот сделано, как ее делают в городе Генуа, на севере Италии. Видите, толстая такая булка за $10. Слева с помидорами и пармезаном, а за $8 справа с розмарином и морской солью. А вот если по Италии спуститься вниз до Рима, то фокаччи, они становятся резко тоньше почему-то. И получаем вот такую вот римскую пиццу. Я вот как раз взял кусочек салями, ну просто тесто и салями. Кстати, очень вкусно, в основном из-за теста, конечно. Ну и, конечно, какой же итальянский магазин без десертов? Они тут и каноли свои делают, и желато тоже сами свои делают. Но я больше всего вам хотел показать вот такую люстру. Смотрите, очень красивая такая, блестит вся. Кастрюли, кстати, ручной ковки. Знаете, сколько они стоят? А вот они. Ну, очень красивые, блестят прям во все стороны. Я думаю так, ну, до первого раза, пока к ним не пригорит что-то. Дальше я не уверен. Давайте лучше на вермишельке посмотрим. Все свежее прямо тут вот сделано. Смотрите, какие красивые таgliolini на желтках. А слева вот таgliatelle со шпинатом. Справа тротоли со свеклой, а чуть правее вот в кадр не поместились мафальдины на красном вине. Очень вкусные, скорее всего. Остановите, если интересно, на цены посмотреть. В центре под колпаком были зимние свежие трюфеля по $3,90 за грамм, но я их просто вот в упор не заметил, когда там был. Вот серьезно, не заметил. В следующий раз буду, обязательно возьму. Я купил килограмм муки на пробу, 340 граммов равиоли с грибами и 200 граммов тарталони с бараниной. Ну, прям очень вкусные были, честно. Вот такая получается Италия здесь. Уж не знаю, как это объяснить, ну, не бывает ничего проще, чем сделать фокаччу. Если вы никогда хлеб не делали, вы там боитесь, стесняетесь, не знаете, там у вас хлебопечки нет, вы думаете, что вам приборы какие-то специальные для этого надо, все, вот забудьте все это. Фокачча элементарно просто делается, она шикарно вкусно получается, все просто, вот все ее обожают, вот все, она везде продается, ее все едят, она очень-очень вкусная. И делается она супер просто, давайте я вам сейчас покажу. Для начала парочка организационных вопросов, у нас уже 5000, всем огромное спасибо. Всем добро пожаловать, кто только что подписался. И также привет Кириллу, потому что Кирилл был первым и единственным, кто угадал, что сегодня мы будем разговаривать про фокаччу. Фокачча – это итальянский плоский хлеб. Вообще в переводе с итальянского это значит просто лепешка. А вот у меня возле дома за углом есть французская булочная. Так они вот тут такие вот фокаччи делают с вялеными помидорками и луком. Я из этого же теста делаю вот такой хлеб. Только там с тестом надо немного поработать, просто так не получится. Это где-то еще минут на 10 видео. С этого рецепта лучше всего начинать учиться делать хлеб, потому что здесь это элементарно просто. Это вам даст уверенность в себе, у вас обязательно это все получится. Делать здесь ничего не надо. Вот смотрите, мы возьмем килограмм муки, мы кинем туда щепотку дрожжей. Дрожжи сюда нужны любые, какие у вас есть. У меня вот такие быстрые, называются мгновенные какие-то. Никакой разницы. Если у вас сухие прессованные, такие мокрые, знаете, прессованные такие, разбавьте их просто в воде, чтобы ни одним комком не торчали. Дрожжи вам нужна будет такая, знаете, щепотка большая, такая, на 4 пальца, так, пол чайной ложки, в худшем случае. Там можете чайную ложку кинуть, никакой разницы, сколько вы кинете, там хоть столовую, хоть
там небольшую щепотку. Поверьте мне, никакой разницы. Вот дрожжи. Туда заливаем 750 мл воды. Немножко это все размешали и туда столовую ложку соли. А насчет воды, какую воду вы используете, тоже никакой разницы. Хотите теплую, хотите холодную, ну, горячую воду не используйте, потому что дрожжи просто умрут. А так вот, ну, неважно, хоть из-под крана налейте. Делают фокаччо из разных видов муки, какая вам больше нравится, в зависимости от региона Италии. Фокаччо абсолютно отличается. В некоторых регионах вам могут подать неаполитанскую пиццу и назвать ее фокаччо. В другом регионе вам подадут такую вот булку толстую и точно так же ее назовут фокаччо. Ну, в общем, это любой хлеб, который просто по форме как лепешка. Неважно, круглый, продолговатый, там, длинный, как вам больше удобно. Что вы наверх хотите на фокаччо положить, тоже никакой разницы нет. Там для красоты можете там украшать чем угодно. Я, кстати, уже делал одно видео про фокаччо. Тут мои давние подписчицы так напряглись сразу так. Знаете, как это видео называлось? Оно называлось «Настоящая неаполитанская пицца». Да, абсолютно. Рецепт точно такой же, тесто абсолютно такое же. И там есть небольшая разница. Я вам сейчас как раз про это и хотел поговорить. Есть такое понятие, вы наверняка про него слышали. Если нет, то вот я вам сейчас про него расскажу. Называется пекарский процент. Это очень просто. Это просто содержание воды в вашем тесте по отношению к муке. То есть, если, например, у вас килограмм муки и пол-литра воды, это будет 50%. Считается тут вся вода. То есть, если в вашем тесте есть какие-нибудь другие источники воды, знаете, то считается полностью вся вода, и в конце вам выводится какой-то номер. Вот, например, сегодня я буду делать белую фокаччо 75%. Это значит, что белая фокаччо, это будет, значит, белая абсолютно мука. 75% это то, что на 1 литр муки там будет 750 мл воды. Пекарский процент – это такая очень интересная штука, потому что с помощью пекарского процента можно описать любое хлебобулочное изделие. Вот, например, бублики 40%, пицца вот коммерческая делается 55%, от 50 до 60 где-то процентов. Точно так же, если вы, например, делаете блины, у меня там есть, сколько у меня про блины эпизодов? 3, там про тоненькие такие французские, там есть 3 эпизода про блины, там 300% воды, то есть можете туда от руки добавлять, можете туда душу вкладывать, можете мастерицу какую-нибудь там приглашать, знаете, или можете взять просто стакан муки, 3 стакана воды, получится блины. Вот, фокаччо у нас 75%, если вы ошибетесь там, если будет 80% или будет 70%, никакой разницы, поверьте мне, абсолютно никакой разницы. Теперь мы это все аккуратненько перемешиваем до тех пор, пока вся мука не намочится. Нам просто надо, чтобы в муке не осталось никаких комков. Не надо ничего вымешивать, не надо ничего делать. Если вы это делаете на миксере, ну вот поставьте ее, пусть она покрутится пару минут. Клейковина на фокаччо разовьется в процессе ферментации в холодильнике, поэтому руками вам делать здесь ничего не надо. Вот так вот замесили, чтобы просто сухой муки не оставалось, и все. Если вы это делали в кастрюле, это лучше всего. Теперь накрываем это все крышкой. Если это не в кастрюле, найдите какую-нибудь посудину, переложите в кастрюлю, накройте это все крышкой, засовывайте теперь это все вот сюда вот в холодильник. Как минимум на сутки, дорогие мои. Да, минимум на сутки. Процесс абсолютно такой же, как и в рецепте про пиццу. Это будет холодная ферментация. Дрожжи там потихонечку будут работать. Оставьте их там, не волнуйтесь, ничего с ним не случится. За 2, 3, 4 дня оно не скиснет. Оно будет гораздо вкуснее. Вы знаете, рецепт это точно такой же, как и мой рецепт про неаполитанскую пиццу. Поэтому я уже знаю, какие там будут вопросы задавать. Поэтому я вам сразу заранее все расскажу. Сахар сюда не нужен. Вообще не нужен сахар, забудьте. Какую муку мы для этого будем использовать? Мука у нас стандартная такая канадская мука, в ней около 13% белка. Вот это вот единственное, что я хочу вас попросить. Все остальное никакой разницы. Знаете, что если у всех вот там вот в шкафу, вот там на полке на верхней, в углу, там есть такой пакет целлофановый, в нем мука старая, да, и вы не знаете, что там за мука, там хрен знает, там непонятно, сколько она там лежит, да, вот, берите целиком прям всю ту муку. Единственное, что я вас попрошу, чтобы вы посмотрели, чтобы у вас белка было минимум 10% в вашей муке, тогда просто фокаччо получится такая чуть потолще, и она будет красивая. Если меньше 10%, она, знаете, просто расплывется блином таким, не очень будет. Вот и все, вот оно постоит в холодильнике сутки, дрожжи там переработают муку, вытянут из нее сахар, размножатся, там пузырьки будут. Теперь магия кино, мы переносимся на следующий день, и у нас получается вот такой вот результат. Смотрите, какое замечательное тесто получается. Так, здесь мочим руки. Вываливаем его прямо на противень. Не забудьте туда подложить какой-нибудь кондитерской бумаги или силикона, чтобы просто на всякий случай, чтобы не прилипло. Просто не будем рисковать. Так, равномерно растянули, как получится. Руки, видите, руки у меня мокрые, я их водой намочил, чтобы тесто не прилипало просто. Вот так, уголочки ее. Не бойтесь, что она сдуется, ничего страшного с ней не произойдет. Самое первое, солим нашу фокаччо. Хорошо, вот так вот посолили. Вот, взяли воды, налили воды на руку. Вот так вот сверху. Вот так вот, чтобы была сверху соленая вода, вот такой слой.
Все делают вот такие дырки в вашем тесте, как бы помогает вам внедрить еще дополнительную соль в ваше тесто. Если вы сверху положили какие-то специи, то эти специи точно так же туда внутрь попадут. Теперь берем оливковое масло, вот у меня обычное такое вот оливковое масло, и наливаем этого оливкового масла, только не жалко, граммов 100, наверное, сюда. Точно так же размажем это масло по поверхности. Неважно, что вы сюда первое кладете, лук или ваши помидоры, или может быть даже оливки. Никакой разницы абсолютно. Сколько вы хотите сюда этого положить, тоже никакой разницы нет. Какие вы ингредиенты сюда хотите положить, тоже никакой разницы. Ну, в смысле, разница-то есть, конечно. Для вкуса разница есть. Но для вас просто кладите ваши любимые ингредиенты. И все, и будет все нормально. Хотите колбасы положить, посмотрите, вон у меня на инстаграме, я фотки вешал там. Я колбасу туда кладу. Да все что угодно, буквально. Это же получается хлеб. Вы просто наверх кладете какие-нибудь начинки, какие вам больше нравятся. И все. Кидаем помидорки. Ни один из этих ингредиентов здесь не является обязательным. Я просто так люблю, понимаете, вот мне такой вкус такой нравится, все. Теперь прижимаем это все вот так вот. Видите, все плавает в оливковом масле. Это замечательно, это просто супер. Так вот отдираем на всякий случай, это не обязательно делать, я просто отдираю, потому что на всякий случай, чтобы оно не прилипло к бортику, потому что у меня есть травматические воспоминания из прошлого, когда это прилипает и потом это оттуда не доскрепстив. Ну что, это просто было или нет? Смотрите, у нас здесь все готово, теперь мы возьмем другой противень. Накроем вот так вот его сверху. Все, ставим в сторону часа на 2, пусть оно немного поднимется. Мы его трогать абсолютно не будем. Вернемся через 2 часа, посмотрим, что получилось. Вот и все. Если есть какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях. Жду фоток ваших фокачей. Можете меня затегать на инстаграме, было бы очень интересно посмотреть. Если вы еще не подписаны, нажимайте на кнопку подписки. Увидимся очень скоро. Всем пока.